Сколько зарабатывает Олаф Шольц и насколько больше глава Deutsche Bahn? Федеральный канцлер зарабатывает меньше, чем другие руководители компаний и учреждений, находящихся в федеральной собственности. Это данные Федерального министерства финансов, направленные парламентскому секретарю левой партии в Бундестаге Яну Корте в ответ на его запрос. Первое достоянием гласности их сделала организация Redaktionswerk Deutschland. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Согласно представленному списку, 21 член правления и руководства федеральных компаний или учреждений получает более высокую годовую зарплату, нежели Олаф Шольц, который зарабатывает около 360 тысяч евро в год. Глава Deutsche Bahn зарабатывает больше всех. Согласно опросу, самым высокооплачиваемым является генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Луц с годовой зарплатой в 900 тысяч евро, опережая генерального директора Bundesdruckerei с 863 тысячами евро. За ним стоят другие члены правления Deutsche Bahn и члены правления Государственного банка развития, которые получают от 555 400 до 68 600 евро в год. В некоторых случаях управляющие директора различных исследовательских центров имени Гельмгольца, немецкого управления воздушным движением, оператора платных дорог и Федерального финансового агентства получают зарплату канцлера или приближаются к ней. Линднер: директора не должны зарабатывать больше, чем канцлер. В переписке с министерством Корте специально обратился к федеральному министру финансов Кристиану Линднеру, на что тот заявил, что для экономного использования денег плательщиков необходимо добровольное обязательство не получать больше, чем канцлер. Левый политик написал Линднеру, что понимает это требование, однако, чтобы иметь возможность классифицировать, было бы важно знать, кто в федеральных институтах, учреждениях или компаниях получает более высокую зарплату, чем федеральный канцлер. Корте: безумная политика должна прекратиться. После неоднократных запросов министерство направило депутату список, в котором перечислены зарплаты 151 члена правления и руководства различных федеральных компаний. По сравнению с правительством Deutsche Bahn, канцлер Шольц находится практически на уровне волонтера, сказал Корте. На посту главы федеральной типографии у него, вероятно, было бы меньше стресса, а зарплата в 2 раза больше. Это абсурдные условия. Безумная политика аутсорсинга и приватизации государственной инфраструктуры и учреждений должна быть прекращена. Ну и на этом все. Свое мнение обязательно пишите в комментарии, что думаете, правда такая зарплата у него или нет, и что думаете, все это справедливо или нет. Но я вам всем желаю хорошего настроения, высоких зарплат, и всем пока.